Всем привет! Вы на канале Коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской банкноте 1 рублю 1924 года. Параметры банкноты. Размер составляет 80 на 155 мм. Материал – бумага желтоватого оттенка. Водяной знак. Внизу на всю ширину слово «рубль». Поверх него светлым шрифтом 1. Остальная часть банкноты заполнена веерами в окружении точек. Данная банкнота была введена в обращение в феврале 1924 года. Принимались до реформы 1947 года. В 1928 году появились модифицированные рубли, отличающиеся подписями, датой и небольшими различиями водяного знака. Лицевая сторона разделена на две части. Белое поле без рисунков и надписей внизу, и крупное цветное вверху со сплошным желтым фоном. Изображения помещены в прямоугольную рамку темно-желтого цвета. В центре находится сложная гелиширная розетка с расположенными поверх нее изображениями снопа пшеничных колосьев. Снизу фон выполнен в виде символических лучей солнца. Поверх фона вверху помещен герб СССР образца 1923 года. Посередине крупно указан номинал прописью 1, ниже – рубль золотом. Под номиналом СССР. Под гербом рукописным шрифтом слово «Государственный». Под ним казначейский билет. Внизу находятся подписи Народного комиссара финансов и кассира. Справа вверху и слева внизу указана серия купюры, а слева вверху и внизу посередине номер. Оборотная сторона разделена на две части. Пустое белое поле внизу и крупное цветное вверху, закрашенное желтым фоном с прямоугольной темно-желтой рамкой. Посередине находится гелиширная розетка с указанием номинала. Большая стилизованная цифра 1. Под ней слово «рубль». Под розеткой слово «золотом». А ниже номинал на грузинском языке. По сторонам номинал повторен на 4 других основных языках СССР. Наверху имеется текст «Государственный казначейский билет СССР». Написан на 5 основных языках 4 союзных республик того времени. Внизу указан год выпуска банкноты 1924, над которым расположен текст «Государственный казначейский билет обязательны к приему на все территории Союза Советских Социалистических Республик, во все платежи для всех учреждений, предприятий и лиц по золотой нарицательной стоимости, в тех случаях, когда платеж исчислен в золоте, или по официальному курсу золотого рубля в тех случаях, когда платеж исчислен в советских денежных знаках». Теперь рассмотрим цену банкноты 1 рубля 1924 года. Обращаем внимание на серию банкноты, так как она в первую очередь и влияет на стоимость. Серия банкноты находится на лицевой стороне. Разделяет 1 рубль 1924 года по разновидностям подписей кассиров. Могут быть с подписями Бабичева, Богданова, Серова, Соловьева, Отрезова. Подпись Народного комиссара финансов не отличается, везде стоит Сокольникова. Также существует два варианта водяных знаков. Они могут быть с широким и узким обозначением номинала. Также отличается и ширина вееров. У первого варианта длина надписи слова «рубль» составляет 54 мм, в то время как у второго варианта длина надписи слова «рубль» составляет 63 мм. Определите, как именно у вас, и запомните. Начнем с банкнот, у которых длина надписи слова «рубль» в водяном знаке составляет 54 мм. Серии от 1 до 9. Начнем с банкноты с надписью «Образец перфорацией», стороны отдельно. Серия 1. Цена такой банкноты в состоянии Very Fine составляет 70 тысяч рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 90 тысяч рублей. А в сохранности Uncirculated цена составляет 120 тысяч рублей. Далее следуют банкноты с сериями от 1 до 9. Могут быть с подписями кассиров Бабичева, Богданова, Серова, Соловьева, Отрезова.
Цена данных серий в состоянии Very Fine составляет 15 тысяч рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 35 тысяч рублей. А в сохранности Uncirculated цена составляет 80 тысяч рублей. Теперь переходим к банкнотам, у которых длина надписи слова «рубль» в водяном знаке также составляет 54 мм. Но с серии от 10 до 497. Могут быть с подписями кассиров Бабичева, Богданова, Серова, Соловьева, Отрезова. Цена данных серий в состоянии Very Fine составляет 12 тысяч рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 25 тысяч рублей. А в сохранности Uncirculated цена составляет 50 тысяч рублей. Теперь переходим к банкнотам, у которых длина надписи слова «рубль» в водяном знаке составляет 63 мм. Серии от 1 до 9. Могут быть с подписями кассиров Бабичева, Богданова, Серова, Соловьева, Отрезова. Цена данных серий в состоянии Very Fine составляет 10 тысяч рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 30 тысяч рублей. А в сохранности Uncirculated цена составляет 55 тысяч рублей. Теперь переходим к банкнотам, у которых длина надписи слова «рубль» в водяном знаке также составляет 63 мм. Но серии от 10 до 497. Могут быть с подписями кассиров Бабичева, Богданова, Серова, Соловьева, Отрезова. Цена данных серий в состоянии Very Fine составляет 7 тысяч рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 10 тысяч рублей. А в сохранности Uncirculated цена составляет 35 тысяч рублей. Напоминаю, что очень многое зависит от степени сохранности банкноты. Коллекционеры в редчайших случаях приобретают банкноты в плохой сохранности. Только состояние Uncirculated действительно коллекционное. Данная сохранность — это абсолютно новая банкнота в безупречном состоянии. На ней нет ни малейших помятостей, уголки идеально острые и чистые. И вся банкнота идеально ровная. Цена банкноты в состоянии Uncirculated и цена банкноты, походившей в обороте, может отличаться в сотни раз. Если же у вас есть банкнота 1 рубль 1924 года, то не забудьте написать об этом в комментарии и какая именно у вас серия и степень сохранности. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!